Друзья мои, стук клапанов. Разберемся с ним на примере Volvo S40, мотор 1.6, бензин. Стучать начинали потихоньку, в один прекрасный момент обращается девушка, что очень сильно они застучали. Просто трактор. Это бензиновый мотор, он горячий. И я объясню и расскажу, почему это происходит и как это устранить. Для диагностики используем КТС 540. Вот он. Диагностика, говорю заранее, ничего не показала. По фактическим параметрам ничего не понятно. Я уже померил компрессию по 13 единиц, по 13 бар для атмосфер, как кому угодно, в каждом цилиндре. Ну, приступим к вскрытию. Зная номинал по толщине между компенсатором и шейкой распредвала, в данном случае он варьируется от 0,31 до 0,37, мы меряем этот зазор здесь. Если он больше, просто покупаем следующий размер. Можно посчитать, если, допустим, у вас будет здесь 0,40, а номинал у нас до 0,37, у вас 3 микрона нужно добавить. Просто покупаем толще компенсатор. Никаких проблем. Собираем все в обратном порядке, замеряем. А кто не знает, как выглядит гидрокомпенсатор, покажу на примере, в частности, Volkswagen. 1.6 бензин, 20-клапановый мотор. Вот он, вот так вот он нажимается, туда засасывается масло. Вот это гидрокомпенсатор. Выпускных клапанов будет у нас 0,17, 0,21. Зазор выпускных 0,31, 0,37. Я уже об этом говорил. Далее мы поворачиваем шкив коленвала на 180 градусов и меряем в третьем цилиндре эти же размеры. Далее на 180 градусов меряем в четвертом и далее на 180 градусов меряем. Обязательно промеряем, опять же, все щупом. Двигатель в верхнюю мертвую точку, первый цилиндр. Смотрим, чтобы зазор выпускного и впускного клапана был. Выпускного 0,31, 0,37, впускного 0,17, 0,21. В этом диапазоне у нас должны быть все клапана. Что произошло в конкретно этом автомобиле, то дело было не в компенсирующих шайбах. Если все в размере, откуда стук? Стук может быть только из-за отсутствия масла. Придется вскрывать поддон. Я вскрыл поддон в этой машине в надежде, ну, может быть, забился маслоприемник. Нет, он чистый. Значит, что? Вскрываем шейку шатуна, либо шейку коренного подшипника. Шейку коренного подшипника коленвала и шейку шатуна. Провернула вкладыши. Не было давления поверху по распредвалам, естественно, стук. Делать этот мотор бессмысленно и очень дорого. У нас в Беларуси проще купить мотор за $500, поставить его и поехать. Мотор целиком в сборе, вот он. Полностью в сборе мотор. $500. Я в Беларуси. Отсюда двигатель. Сейчас вставлю туда вот тот мотор. То же самое, подниму клапанную крышку, померяю размеры. Посмотрю состояние ремня ГРМ, может быть, поменяю его, залью новое масло. Мы запустим его и посмотрим, что у нас получилось конкретно по этому автомобилю. Я даже озвучу, сколько это будет стоить. Замена двигателя у нас в Беларуси стоит $200-300. Я для вот этой клиентки сделаю скидку на Рождество минус $100. Замена двигателя ей обойдется. Замена двигателя входит не просто снять и поставить его, а перекинуть навесное оборудование. И здесь очень важный вопрос — аккуратность мастера. Как говорится, делая одно, не ломай другое. Прошу, не ломайте. Потому что сталкиваешься с машинами, которые приходят ко мне в ремонт после замененного двигателя. Жгуты болтаются, кнопки поломаны, трубки не на своих местах. Откуда у вас руки растут, ребята, спрашивается. Делаешь что-то одно, не ломай другое. Очень внимательно, аккуратно вставляем. Поменяли мотор. Вот так вот он работает теперь. Разобраться с стуком клапанов. Спасибо за внимание. Не забываем ставить лайк. Подписываемся на канал. Удачи!